Замечали ли вы, как часто нам говорят, что с возрастом нужно все больше двигаться, чтобы сохранить здоровье? А что если я скажу вам, что для нашего благополучия, особенно не в молодом возрасте, гораздо важнее совсем другое? Сегодня я поделюсь с вами тремя простыми, но глубокими секретами из буддийских учений, которые помогут вам улучшить свою жизнь прямо сейчас. Они помогут обрести здоровье даже в преклонном возрасте и ту самую внутреннюю гармонию, к которой мы все стремимся. Недавно в парке мне посчастливилось встретить удивительную женщину. Ей было за 70, но ее взгляд излучал такую безмятежную радость, что я не могла не заговорить с ней. Она рассказала, что раньше стремилась к достижениям, к внешнему успеху, но со временем поняла – истинное счастье кроется во внутреннем покое. И знаете, как она обрела эту гармонию? Следуя трем простым, но глубоким принципам, которыми она щедро поделилась со мной. Эти принципы, основанные на древней буддийской мудрости, действительно способны творить чудеса, и я хочу поделиться ими и с вами. Если вы чувствуете, что жизнь проносится мимо, как поезд, а ваша энергия растрачивается на пустые заботы, подпишитесь на наш канал. Здесь я буду регулярно делиться практичными техниками и мудрыми советами, которые помогут вам улучшить качество жизни и обрести долгожданную гармонию. А теперь давайте вернемся к нашей беседе и рассмотрим три волшебных принципа, о которых я упоминала. В бешеном ритме современного мира, где культ скорости и эффективности возведен в абсолют, мы часто забываем о самом главном, о самом себе. Нас подгоняют дедлайны, бесконечные списки дел и постоянное ощущение, что нужно успеть еще больше. Реклама кричит о необходимости быть быстрее, выше, сильнее, приобретать больше, потреблять больше, достигать больше. Мы мчимся по жизни, как белки в колесе, не замечая красоты окружающего мира, не прислушиваясь к шепоту собственной души. И в этом бесконечном забеге мы рискуем потерять самое ценное – радость жизни, удовольствие от простых вещей и гармонию с самим собой. Поэтому так важно помнить первое и, пожалуй, самое главное правило – замедление – это не остановка, не признак слабости или поражения, а осознанный и мудрый выбор. Это не капитуляция перед требованиями современного мира, а проявление истинной силы, силы духа, позволяющей противостоять давлению и выбирать свой собственный темп. Замедление – это искусство жить в настоящем, наслаждаясь каждым вдохом, каждым мгновением. Это возможность остановиться, оглядеться вокруг и услышать, наконец, голос своего сердца. С годами, приобретая опыт и мудрость, мы начинаем понимать, что истинная ценность не в скорости достижения целей, а в самом пути, в нюансах и деталях, которые мы пропускаем, стремясь к финишной черте. Наше тело, верно служившее нам долгие годы, начинает подавать сигналы, прося не новых рекордов и свершений, а заслуженного отдыха, возможности восстановить силы и прислушаться к своим истинным потребностям. И это не признак старения или угасания, а зов к более гармоничному и осознанному существованию. Восточные философии, такие как буддизм, издревле учат нас не суетиться, а ценить каждое мгновение. Представьте себе тихое утро. За окном едва забрезжил рассвет, окрашивая небо в нежные постельные оттенки. Вы неспешно завариваете чашку ароматного кофе, вдыхая его бодрящий аромат. Теплые лучи восходящего солнца мягко касаются вашего лица. Вы не спешите, не думаете о предстоящих делах и заботах, а просто наблюдаете за пробуждением природы, слушаете пение птиц, чувствуете легкое дуновение утреннего ветерка. В этот момент вы не просто отдыхаете, вы практикуете осознанность, соединяетесь с самим собой, наполняетесь спокойствием и гармонией. Стресс и тревога отступают, уступая место чувству глубокого внутреннего мира. Именно в такие моменты мы по-настоящему живем, ощущая полноту и красоту каждого мгновения. Это и есть искусство замедления, искусство жить в гармонии с собой и миром. Задайте себе вопрос: в каком ритме я живу? Куда я спешу?
Чего я пытаюсь достичь? Если вы постоянно куда-то бежите, чувствуете себя измотанным и раздраженным, остановитесь. Сделайте паузу. Переведите дыхание. Наш возраст – это не финишная прямая, а время мудрости и наслаждения. Время пожинать плоды своих трудов, время заботиться о себе и своем внутреннем мире. Это время для неспешных прогулок, для чтения любимых книг, для общения с близкими людьми, для созерцания красоты окружающего мира. Это время, когда мы можем наконец-то позволить себе жить в своем ритме, в гармонии с собой и миром. Второе правило, не менее важное, чем первое, гласит «радость в простых вещах». И это не наивная детская фантазия, а глубокая жизненная мудрость, доступная каждому из нас. Мы так часто попадаем в ловушку собственных амбиций и социальных стереотипов, убеждая себя, что для счастья необходимы грандиозные достижения, материальные блага, внешнее признание. Новая машина, престижная работа, дорогостоящий отдых. Мы гонимся за иллюзорными символами успеха, откладывая счастье на потом, не замечая, как бесценные мгновения жизни протекают сквозь пальцы. Мы строим воздушные замки в будущем, забывая жить здесь и сейчас. Но истинное счастье, глубокое и настоящее, не где-то далеко, за горизонтом наших стремлений. Оно рядом, в простых, казалось бы, незначительных вещах, которые мы в суете будней просто не замечаем. Чашка ароматного чая, согревающая руки прохладным осенним вечером. Ласковые лучи солнца, дарящие чувство уюта и покоя. Искренний разговор с близким человеком, наполняющий сердце теплом и радостью. Задорный смех ребенка, нежный аромат цветов, шелест листвы в летнем парке – все эти простые моменты, доступные каждому, способны подарить нам незабываемые ощущения счастья. Чтобы научиться видеть эти маленькие радости, попробуйте простую, но очень эффективную практику. В течение дня отмечайте 3 вещи, которые вызвали у вас положительные эмоции, и записывайте их в небольшой блокнот или в заметки на телефоне. Это поможет вам переключить фокус внимания с проблем и негатива на положительные стороны жизни. Вечером, перечитывая свой список, вы с удивлением обнаружите, сколько прекрасных мгновений было в вашем дне. Постепенно вы начнете обращать больше внимания на окружающий мир, на его красоту и многообразие. Вы научитесь ценить маленькие радости, находить положительные моменты в каждом дне. И тогда мир вокруг вас заиграет новыми, яркими красками, а ваша жизнь наполнится светом, гармонией и глубоким чувством благодарности за каждый прожитый день. Вы поймете, что счастье – это не цель, а путь, состоящий из множества маленьких, но очень важных шагов. И каждый из этих шагов наполнен своей уникальной красотой и радостью. Третье, завершающее правило нашего пути к гармонии, гласит: благодарность – это неиссякаемый источник внутренней силы. И это не просто красивые слова, а глубокая истина, подтвержденная многовековым опытом мудрецов и современными научными исследованиями. Каждый вечер, перед тем, как отправиться в царство снов, посвятите несколько минут практике благодарности. Вспомните 3 вещи, за которые вы искренне благодарны этому дню, своей жизни, судьбе. Не стремитесь к чему-то грандиозному и исключительному. Пусть это будут самые простые, казалось бы, обыденные вещи: крепкое здоровье, любящая семья, верные друзья, крыша над головой, теплая постель, вкусный ужин. Возможность наблюдать восход солнца, слушать пение птиц, вдыхать аромат цветов. Теплая улыбка прохожего, доброе слово, своевременная поддержка в трудную минуту. Все эти мелочи, которые мы так часто принимаем как должное, на самом деле являются бесценными дарами жизни. Мы так часто концентрируемся на том, чего нам не хватает, на своих проблемах и неудачах, что перестаем замечать все то хорошее, что уже присутствует в нашей жизни. Благодарность – это мощный инструмент, который помогает нам изменить свой образ мышления, переключить фокус с недостатков на достоинства, с проблем на возможности.
Когда мы сосредотачиваемся на благодарности, мы наполняемся положительными эмоциями, чувствуем себя более счастливыми и удовлетворенными. Наш ум успокаивается, тревоги и страхи отступают. Практика благодарности особенно важна в зрелом возрасте, когда мысли о прошлом и будущем могут вызывать беспокойство и неопределенность. Она помогает нам жить в настоящем моменте, ценить то, что у нас есть сейчас, и не беспокоиться о том, что было или будет. Благодарность наполняет нас чувством спокойствия и умиротворения, помогает справиться с трудностями и переживаниями, дает силы двигаться дальше. Это не просто слово, это образ жизни, способный преобразить нашу жизнь и наполнить ее глубоким смыслом. Эти 3 простых правила – замедление, радость в простых вещах и благодарность – способны открыть дверь к более спокойной, гармоничной и счастливой жизни. Попробуйте практиковать их хотя бы неделю, и вы увидите, как изменится ваше состояние, ваше восприятие мира и себя в нем. Поделитесь этими секретами с вашими близкими, пусть они тоже откроют для себя путь к гармонии и благополучию. Помните, ваш возраст – это не предел, а время новых возможностей, новых открытий и глубокого осмысления жизни.